We are told, we are told, we are told. There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland, we are told. Мы едем в чат! Мы едем в чат! Ура! Уже скоро будет Джамена. Всем привет! Вы на канале SkyTram. Мы путешествуем по Африке автостопом уже 2 года. А сегодня мы едем на поезде. И кажется, это была большая ошибка. Покончив с пляжами Камеруна, сконцентрировались на нашей следующей стране, Чаде. И до него было 1500 километров. Первый этап попадания с пляжей в столицу Яоунде дался нам супер легко, потому что автостоп в Камеруне очень и очень приятный. Мы доехали за 1 день и поселились рядом с вокзалом. Потому что из столицы города Яоунде в Нгаундере решили двигаться на поезде, который идет целых 16 часов и стоит $15. В ожидании поезда у нас был целый световой день погулять по столице Камеруна Яоунде. И на этот раз столица открылась для нас совершенно новой стороны, не так, как мы ее увидели в первый раз. Об этом вы можете посмотреть в нашем первом фильме про Камерун. Но мы пытаемся найти красоту в Яоунде. И вот один из таких вкусных перекресточков с этими сложными зданиями. Сегодня суббота, люди прогуливаются, выходной. А это почта, телеграф, телефон. 1939 года здание. Как вам такая архитектура в Яоунде? Ребят, монумент патриота в центре столицы Камеруна. И сейчас мы узнаем, сколько это стоит. Табличка расценок на монумент. Цена для взрослого 500 франков, это $1, и ты можешь там посидеть 30 минут. Нет, не будем. Неожиданно в центре Яоунде обнаружили вот такое. Представляете? Есть еще порох в пороховницах. И это тоже Африка, и это тоже Камерун. И это тоже Яоунде. Сколько раз ты уже переболел малярией? 3. Аликай. 5. Догоняй. Вот, пришли на маркет. А это вот, чтобы у вас все было в порядке, вот такие порошки продают. И Сразу понятно, для чего порошок. Так, кукусики, мы сегодня едем на поезде. Поезд камерунский. Из города Яоунде в город Нгаундере. Сколько километров? 700. Вот так выглядит билетик на поезд из Яоунде в город Нгаундере. Стоит 10 000 франков, второй сидячий класс. С местами. В здание вокзала начинают пускать за сколько-то там до отправления. Так что мы пока что здесь сидим вместе со всеми, ожидаем. Обычная вокзальная жизнь. Жалко, нету курочки в фольге. Отпусти меня, товарищ старшина. Я простой советский бомж, а не шпана. Босс, как настроенечко? Классненько. Африканский поезд опять ждет нас. Дорога в Чад начинается в пуховике. Но поверьте, скоро эта вещь будет мне нужна. Бар-ресторан. Егор, ты сводишь меня? Конечно. Босс, ну что тут? Прекраснейший вагон, мы не ожидали. Хватит лицемерить. Люди сидят лицом к лицу. И вот говорят, лицом к лицу лица не увидать, мы увидим и лица. Ну вообще жители поезда. Главное не шумные. Но посмотрим, что будет дальше. 11:30. Поезд остановился раз 15, и на каждой остановке вошло куча людей. И они уже в проходах с детьми, все орут. Непонятно, что происходит. Спать тяжело. Но и никто вроде и не собирается. Друзья, уже 2/3 проехали. Дорога в Чад нелегка. Но мы еще живы. И умирать пока не собираемся. Muamura botona manjeli, bemikina rekwali ame, eyi merembana vibana, mafuma bama wakera, magana kina remwana murimfi, manjel makwali mivume miri, nakikwali manjeli. Представляете, камерунский поезд, как бы он не был
тесен, потен, жарок. Он пришел на полчаса раньше. Сумасшествие. Никогда такого не было еще в моей жизни. У тебя поездочка, Егор. О, это незабываемое ощущение. Покруче вулкана Камерун. В награду за все мучения в поезде, опять же, благодаря приложению Overlander, без которого мы больше жить не можем, мы пришли в католическую миссию. При католической миссии есть шикарнейший гестхаус, комнатка за 4000 франков, туалет снаружи, в туалете есть горячая вода, праздник гедониста, и вот такая комнатка, очень чистая, очень благостная, спокойная. Мы здесь 2 ночи отдохнули. И сегодня мы приступаем ко второму этапу дороги в Чад, который называется из Гаондеры в Таборо. Таборо — приграничный городок с Чадом. На основной переход, который с Нджаменой, мы не едем, потому что там война. Едем в Таборо. От Табора до границы с Чадом 30 километров. Согласно официальному законодательству Чада, в Чаде видео и фотосъемка запрещены. Вообще запрещены. Если ты даже будешь козу на улице фотографировать, на тебя настучат местные, заберут в полицию и посадят в тюрьму. Поэтому мы из Чада будем вести украдкий видеорассказ. Не знаю, что там у нас будет в этом Чаде, шмаде. Ух! Крайние километры по Камеруну едем в траке. Водитель Джон и его помощник, мы не знаем, как зовут. У нас они проверили документы, сказали, что Чад непростая страна, но они нас взяли. Доброе утро, поросяточки наши. Мы проснулись в палатке. Вчера преодолели 260 километров и находимся в городке Табора, который примечателен тем, что расположен на слиянии 3 границ, 3 стран. Это Камерун, Чад и Центральная Африка. Страны все как на подбор, замечательные. Вот. И до чадской границы нам осталось 30 километров, и сегодня наша дорога в Чад приведет нас в Чад. Ура, Чад! Так, сегодня решающий день. Дорога в Чад продолжается, нам осталось 20 километров. И полицейские нас уже приняли, завезли в кафешку. Сейчас кормят и обещают довести до границы. Посмотрим, как это у них получится. Вот это вот блюдо для меня, потому что я не вегетарианец. Сейчас посмотрим, что будет для Любы. У Любы яичница с макаронами. Странное блюдо, но говорит вкусно. Камерунская полиция показала себя с положительной стороны. И человек-офицер Адама доставил нас к границе Чада. Сейчас будем переходить, получим штамп Камеруна и выходим в Чад. Дорога в Чад, почти в Чаде. Как вы представляете, камерунская полиция прилетела прямо к границе. Чад, Камерун. Камерун мы прошли достойно и уходим в Чад. Посмотрим, как там. А наше путешествие по Чаду продолжается. Мы находимся в иммигрейшн офисе. Уже 1,5 часа просто отдали паспорта и лежим под деревом. На наши вопросы никто ничего не отвечает. Все говорят: ждите, ждите. Ну, мы и ждем. Мы провели в Чаде целую ночь. И поставили палаточку в самом злачном месте, приготовили на костре обед, а утром нам сообщили, что визы у нас хорошие, но ситуация в Нджамене плохая, и поэтому нас повернули от границы обратно. Не знаем, что там в Нджамене, но мы опять в Камеруне. Вчерашний спаситель Адама, он какой-то босс полиции, встретил нас опять сегодня в Камеруне, в городе Таборо. И нам дали бесплатный автобус. На бесплатном автобусе едем опять в сердце Камеруна, в Гаондеры, где нас ждет католическая миссия, и мы принимаем дальнейшее решение. The moment when I my dying